Представьте себе соседа, который набрал кредитов на миллиарды долларов, а зарабатывает буквально копейки. У нас у всех есть такой сосед, и данный сосед — это Соединенные Штаты Америки. Итак, у Соединенных Штатов долг 34 триллиона долларов. Они печатают деньги банально, чтобы платить проценты по долгам. Вследствие этого цены в магазинах постоянно растут по всему миру, и вы наверняка данную историю ощущаете. Но, дорогие друзья, как это можно исправить? Не банально надеяться на чудо или «ай, так и сойдет, пусть так и будет», когда-нибудь изменится. Никогда не изменится данная история. Но мы же с вами находимся на криптоканале. Давайте с вами подумаем, может ли быть как-то связан госдолг Соединенных Штатов Америки с биткоином. Главная монета, которая до сих пор удивляет весь мир. Меня зовут Алексей, вы на канале Profit One. В бывшем я сотрудник огромного количества криптовалютных бирж, CFD-площадок. Вы наверняка меня запомнили по обзорам на криптовалютных биржах. Приветствую вас на моем собственном канале Profit One. Итак, давайте начинать. Почему биткоин — это антидоллар? Первая концепция, которую мы с вами рассмотрим. Давайте в этой серии разберем с вами максимально сумасшедшую идею, но кто знает, возможно, сумасшедшая идея — это как раз-таки потенциальные идеи, которые реализуются в будущем, но просто на данный момент времени они кажутся сумасшедшими. Может ли биткоин спасти главную экономику мира, экономику Соединенных Штатов, соответственно, и сделать вас богатыми? Главный вопрос. Сделать вас богатыми не просто потому, что вы хотите, а потому, что вы будете напрямую участвовать в процессе спасения экономики Соединенных Штатов. Звучит максимально сложно, 100%. Поехали, давайте максимально простыми словами. Доллары можно печатать бесконечно, буквально как фантики. Но это не риторика антидоллара, это не риторика анти какой-то долларовой структуры. Нет, доллары — это прекрасно, но просто суть любой фиатной системы в том, что деньги можно печатать бесконечно, еще раз повторимся. Будь то доллар, рубль, гривна, лари грузинский, абсолютно неважно, израильский шекель. Фиат печатается бесконечно, за счет этого разгоняется инфляция, за счет этого дорожает стоимость жизни так или иначе, и касается это буквально везде вас, от цен на продукты до цен на недвижимость, или же банально цены на бензин, или же вовсе на автомобили. То есть это так или иначе везде касается нашей жизни. Что касается биткоина. Биткоин нельзя печатать бесконечно. Биткоинов всего лишь 21 миллион монет. Его нельзя, знаете, допечатать потенциально, чтобы раздать долги, как делает сейчас Соединенные Штаты. Просто напечатаем еще денег и ими же рассчитаемся за долги. Представьте всю абсурдность данной ситуации, но это фиатная система. Биткоин в данном случае нельзя допечатать, и это самое главное преимущество. От этого мы будем отталкиваться по ходу видео. Ну а теперь представьте, если Соединенные Штаты Америки, как основной, собственно, поводырь, скажем так, любого тренда в мире, официально купят биткоин. Где будет цена биткоина на момент данного заявления? Она просто-напросто улетит в космос. И банальный вопрос: почему так произойдет? И банальный ответ, собственно, потому что биткоинов мало, в отличие от выстроенной традиционной финансовой системы. А желающих купить будет буквально вся планета. Потому что как у нас происходит в общем и целом? Соединенные Штаты, они настраивают некий нарратив, знаете, то есть некий тренд, нарратив, посыл, направление на будущие десятилетия. И весь мир уже вдогонку пытается это сделать. Никто не будет противоречить Соединенным Штатам изначально. Но вот если Соединенные Штаты официально купили биткоин, официально признали его, условно говоря, каким-то резервным активом. Все то, что сейчас и происходит, собственно. Что будут делать остальные люди? Что будете делать конкретно вы? Давайте на банальном вопросе. Если Соединенные Штаты скажут, что биткоин — это новая финансовая система или какой-либо другой позитивный, собственно, спич, позитивная риторика. Я думаю, вы захотите купить, безусловно, биткоин. Это неплохо. Так работает психология, собственно, потому что главный определяет нарратив, Соединенные Штаты определяют нарратив, а потом второстепенные, собственно, остальной мир. Все двигаются за данным нарративом, но изначально
только, скажем так, главное определяет нарратив, и данный нарратив уже определяется со стороны Соединенных Штатов. Это очень важно. Собственно, приняли с вами, усвоили данный факт, что желающих купить будет буквально вся планета. Следующий тезис давайте с вами рассмотрим. Золотой стандарт вместо биткоин-стандарта. Потенциально история у нас повторяется, а история всегда имеет свойство повторяться. Как тренды, как мода банально на одежду. История постоянно повторяется. На рынке у нас нету ничего буквально кроме истории. Итак, немножечко экскурс в историю. Раньше доллар был привязан к золоту, но в 1971 году данную связь разорвали. Долги начали расти буквально как на дрожжах. Если мы поставим корреляцию в этот момент времени с оценочной стоимостью доллара, то именно в этот момент времени оценочная стоимость, покупательская способность доллара начала стремительно падать. И вот интереснейший тезис, давайте с вами разберем. Биткоин, в первую очередь, это цифровое золото. Неспроста же его так называют. Данное цифровое золото, в частности биткоин, оно может буквально, знаете, вернуть всему миру дисциплину. Если Соединенные Штаты снова привяжут свою экономику к какому-либо активу, раньше это было золото, сейчас это может быть какой-то иной актив. Но это тот актив, который нельзя напечатать, понимаете? Собственно, золото. Можно ли его напечатать? Можно ли добыть больше золота, чем его существует? Ну, конечно же, нет. Понятно, что постоянно открываются там новые месторождения и прочее, но в общем и целом это актив, ограниченный в своей потенциальной эмиссии. Точно так же и биткоин. Всего лишь, помним, 21 миллион монет. И придется просто-напросто Соединенным Штатам перестать транжирить деньги, потому что стоимость валюты, стоимость доллара, она привязана, собственно, к активу. Она не просто-напросто отвязана, то, как сейчас это происходит, и можно печатать эти доллары, ну, буквально бесконечно. Еще более интереснейший тезис, давайте с вами переходить. А почему страны начнут потенциальную, знаете, драку, войну за биткоин? Если Соединенные Штаты купят официально, ну вот представим 1 миллион биткоинов, цена, безусловно, взлетит. Другие, собственно, страны, которые занимают ведущие позиции, что они захотят сделать? Ну вот, допустим, давайте представим с вами Китай, основной конкурент Соединенных Штатов. И вот, собственно, Китай. Китай видит, что Соединенные Штаты официально купили 1 миллион биткоинов, цена взлетает, и хочется ли Китаю купить, хочется ли Китаю поучаствовать в данной гонке, выстроить определенную конкуренцию с Соединенными Штатами? Безусловно, захочется. Захочется ли Европе, в целом Европе, да, Европейскому Союзу, покупать невыгодно биткоин по 500 тысяч долларов? Конечно же, не захочется. Они захотят купить биткоин именно тогда, когда выстроится основной нарратив. Так вот, Соединенные Штаты, если они, собственно, сделают заявление о том, что да, купили биткоин, они и выстроят данный нарратив, и Европа, безусловно, подключится. Начнется буквально паника на государственном уровне. Кто первый купит, тот и спас свою экономику. Вот такой вот будет тезис. Кто покупает последний, тот оплачивает банкет первых. Все, как и в жизни, будет работать. Сейчас мы с вами находимся на абсолютно ином этапе. Мы сейчас находимся на этапе, когда заходят институционалы. BlackRock наверняка вы слышали. Следующий этап, на мой взгляд, это страны. Конкретные страны и потенциальная гонка. Знаете, как происходит? Гонка за вооружение, гонка за экономику. Вот здесь точно так же будет гонка и соревновательный момент. Следующий тезис, который мы с вами рассмотрим. Математика против эмоций. Дорогие зрители канала, я наверняка думаю, что вы устали постоянно слушать эти новости на криптовалютном рынке. Вы устали постоянно менять свое мнение. То вверх, то вниз. Вроде чуть-чуть шатнулось вниз, точно пойдет вниз. Немножечко пошло вверх, но точно летит там за $1 миллион за одну монету. В общем-то, гадание на кофейной гуще. Новости завтра изменятся, мнение поменяется. Тот или иной блогер скажет абсолютно противоположную информацию от той, которую он говорил вчера. И снова вам придется поменять свое мнение, но в первую очередь придется ощутить это на собственном кошельке. Посмотрите, как работают наши продукты, которые основаны исключительно на математике. Красная линия загорается. Это всегда самый пик криптовалютного рынка, начиная с 2015 года. Здесь это пик.
И, собственно, вы могли продать биток по 20, откупить за 3. Здесь это пик. Вы могли продать биткоин по 69 и откупить за 18. И здесь это пик, даже недавний, собственно, цикл. Вы могли продать биток по 118-122 тысячи, и на данный момент биткоин торгуется в районе 70 тысяч. С обратной стороны давайте посмотрим. Математика на покупку. Зеленая зона вы могли купить здесь биткоин и, собственно, находиться в плюсе весь цикл, заработать 500%. Вы могли купить здесь биткоин и заработать 1100%, или же вовсе, обладая данным инструментом, буквально 7 лет назад вы могли купить биткоин и стать миллионером с банальных 20 тысяч долларов. Небольшая относительно сумма для миллиона. Это наши продукты, основанные на математике. Кстати говоря, они работают не только на биткоине, но и на буквально всех криптовалютных активах, включая эфириум, безусловно, TON, BNB, XRP и все ваши любимые монеты. Мы показываем данные продукты бесплатно на онлайн-встрече. Хотите пообщаться с нами голосом и получить данные продукты, обязательно записывайтесь. Ссылка на запись будет находиться в описании к данному видео и в закрепленном сообщении. Будем рады, успейте записаться и полностью изменить от слова совсем ваши инвестиции. Тезис гиперинфляции. Что будет с ценами на еду и на жилье? Вы уже на данный момент времени это ощущаете. Я ощущаю, мой сосед ощущает, мои коллеги со всех стран мира ощущают данную историю. Цены бесконечно растут. Цены на еду, на жилье, на автомобили, на топливо, на все что угодно абсолютно. Если долг не гасить биткоином, ФРС, Федеральная резервная система, просто-напросто продолжит печатать триллионы долларов. И к чему это приведет, мы уже наблюдаем на данный момент времени, потому что сейчас это и происходит, бесконтрольно печатается эмиссия. Это приведет банально к тому, что обычный батон хлеба может стоить 100 долларов. Звучит нереально, но подумайте, как обесценилась покупательская способность доллара. Она обесценилась буквально сумасшедшим темпом. Вспомните, раньше вы могли купить квартиру, опять же, в зависимости от региона, от страны, но плюс-минус за 25-30 тысяч долларов можно было купить квартиру. Сейчас данная квартира стоит 80-90 тысяч. И это в лучшем случае, как правило, 150-200. Раньше вы могли купить за 20 долларов, но если не целый пакет, то как минимум продуктовую корзину. Что сейчас вы можете купить за 20 долларов? Один хот-дог и кофе? И то навряд ли хватит в развитых странах мира. Это все реальность обесценивания покупательской способности доллара. Биткоин, по большому счету, в данном случае, это не просто инвестиция, как знаете, просто проинвестировал. Это по большому счету единственный способ сохранить покупательскую вашу способность. Потому что один биткоин всегда будет равен одному биткоину, а в долларах по отношению к доллару эквивалент только постоянно растет и растет, а доллар постепенно, в свою очередь, превращается просто-напросто в бумагу. Я не говорю, что доллар исчезнет полностью, абсолютно нет, друзья, здесь не против доллара, знаете, риторика такая, которую сейчас многие привыкли слушать. Я говорю о том, что инвестировать необходимо правильно и сохранять капитал нужно в правильных активах. Хранить деньги в долларе, который постоянно обесценивается, абсолютно не лучшая идея. Давайте с вами посмотрим пример с айфонами. Интереснейшая картинка. Давайте даже найду ее прямо сейчас. Что мы с вами видим? Мы начинали с вами историю, что iPhone 4 в свое время стоил 2,85 BTC, почти 3 биткоина, собственно. А iPhone 16 на данный момент времени стоит 0,014 биткоинов. Ну вот представляете, вот она, покупательская способность доллара. Хотя в долларах эквивалент тот же, как iPhone 4 стоил там, даже, давайте так, не 1000 долларов, а там 300 долларов. Вот сейчас iPhone 16 стоит, там сколько? 1000, 1500 долларов. В биткоинах какая разница? Раньше это было 2,85 биткоина, почти 3 целых биткоина, а сейчас это 0,014 биткоинов. Это очень-очень, знаете, такой пример, который отрезвляет в первую очередь. А если посмотреть на это с другой стороны, если биткоин — это как интернет в 90-х, следующий тезис с вами посмотрим. Ведь многие думают, что биткоин — это просто банально какая-то монетка, которая
там где-то существует и ей пользуются мошенники. На самом деле это полноценный финансовый протокол. Да, мы не исключаем, что огромное количество есть мошенничества в криптосфере, но ничего не начиналось так идеально. Не стоит идеализировать всю эту систему. Подумайте, сколько всего произошло в мире. Буквально ужасающие вещи, когда та или иная валюта становится основной валютой на ближайший век, условно. Итак, возвращаемся к основному тезису. Та страна, которая первая внедрит протокол биткоина на уровне государства, получит просто колоссальное технологическое преимущество на 50 лет вперед, в то время, когда, давайте с вами рассмотрим пример, Соединенные Штаты получили вот это вот колоссальное преимущество благодаря интернету. Откуда сейчас все интернет-компании или производство компонентов, так или иначе связанных с интернетом? Intel, Amazon, Facebook, Google. Ну вот подумайте, откуда это все? Конечно же, это Калифорния. Это Кремниевая долина, это Соединенные Штаты Америки. Вот оно, вот это вот преимущество. И биткоин можно расценивать точно так же. Это преимущество на ближайших 50 лет. Давайте представим, завтра по телевизору или на YouTube где-то говорят, давайте лучше на YouTube без телевизора. Соединенные Штаты признают биткоин в качестве резервного актива. Громкое, колоссальное заявление. Это будет самый мощный приток денег в истории человечества. И все те, кто купил до этого момента, до объявления данного заявления, они просто-напросто станут новой элитой. Следующий тезис. Сколько должен стоить биткоин, чтобы закрыть государственный долг Соединенных Штатов Америки, который буквально растет на миллиарды долларов, буквально на момент записи данного видео. Вот пока мы записываем данное видео, образно, конечно, но тем не менее, представьте, 34 триллиона долларов. Кстати говоря, можно загуглить и посмотреть, есть специальные метрики, которые показывают, насколько в секунду и сколько на данный момент времени должен житель Соединенных Штатов в качестве долга всему остальному миру. Итак, давайте посчитаем на калькуляторе. Госдолг 34 триллиона долларов. Если у Соединенных Штатов есть 1 миллион биткоинов, то при цене в 1 миллион долларов за один биткоин они покроют 1 триллион долларов долга. Куда остальные 33? Что делать с остальными 33 триллиона долларов? Для полного погашения цена должна быть, буквально около космическая, знаете, 30-35 миллионов долларов за биткоин. Звучит максимально безумно, и мы, честно говоря, не работаем в таком формате. Мы предпочитаем покупать самое дно, продавать самый пик, фиксировать прибыль и в последующем, вот смотрите, 2018 год, купил самое дно, условно купил один биткоин за 3000 долларов. Потом продал данный биткоин за 68 тысяч долларов. И потом за 68 тысяч долларов на дне по 18 купил уже 3,5 биткоина в таком формате. И полетели к 100 тысяч долларов за один биткоин. Здесь зафиксировались и ждем следующего касания. То есть мы не держим тупо и банально там до каких-то невероятных высот. Лучше фиксировать прибыль и потом набираться в последующем на коррекционном колоссальном движении. Благо биткоин дает данную возможность. Ни один цикл не проходит, собственно, не по плану, скажем так. И следующий тезис, дорогие друзья, риски и план Б. Что может пойти не так в этой прекрасной теории? Давайте не строить каких-либо иллюзий. Есть очень много подводных камней. Государство может просто-напросто попытаться запретить биткоин, как это сделали уже во многих государствах. Или же обложить его каким-то колоссальным налогом владения биткоином. И тогда никто не захочет с ним взаимодействовать в целом. Но все это будет, если государство почувствует угрозу своей власти. Важно понимать, что данная борьба, она будет крайне жестокая. На мой взгляд, крайне жестокая. Но, как показывает практика, запретить децентрализованную сеть практически невозможно. А мы с вами помним, как поступают сильные мира сего люди. Когда не можешь запретить или убрать, тебе необходимо это возглавить. И на такой прекрасной ноте, чтобы после видео вы подумали об этом, давайте завершать сегодняшний видеоролик. До скорых встреч на канале Profit One.